Свете Дудиной было 8 лет. Она жила с мамой, младшей сестрой и отчимом Дмитрием в поселке Звезда в Краснодарском крае. Света всегда была очень бойкой, активной девочкой и могла за себя постоять. 20 июня 2016 года отчим Дмитрий взял девочку с собой на работу, чтобы покатать на комбайне. На каникулах Света часто ездила с ним в поля, но только до обеда, чтобы не застать жару. В это время Татьяна, мама девочки, проезжала мимо поля и видела, что Света была счастливой и довольной, махала рукой. Около 11 утра Дмитрий подвез девочку к тропинке, ведущей к дому. Чтобы попасть домой, пройти нужно было пару соседских огородов. Мама Светы – домохозяйка, но в тот день ездила на своей семерке по делам. Затем забрала младшую дочь из сада, а когда вернулась домой, обнаружила, что Светы нигде нет. В 15:30 в хуторке собралась полиция с собаками, волонтеры и спасатели. Девочку искали с земли и с воздуха, но безрезультатно. Однако удалось выяснить, что последний раз Свету видели в тот же день в местном клубе. Она забегала попить воды. Исчезновение Светы Дудиной обросло слухами. Под подозрение попал отчим девочки. Однако и мать, и родного отца, и отчима Светы проверяли на полиграфе. Следствие убедилось в непричастности родителей девочки к ее исчезновению. В районе не осталось и метра, который не обследовали. Следователи-спасатели перекопали все огороды, обследовали местные водоемы и даже уличные туалеты. Обыскали все соседние поселки, заброшенные дома, заглянули в каждое жилое домовладение, в каждый подвал. Рассматривалось множество версий, но у следователей не было ни одной зацепки. Так прошло 3,5 года. В январе 2020 года кто-то начал оставлять знаки на стенах нескольких домов соседнего населенного пункта. Очевидцы сообщили об этом правоохранителям. Следователи расшифровали послание и поняли, что это карта, указывающая на место, где лежат останки девочки. Они прибыли по указанному адресу, и информация, содержащаяся в надписях, подтвердилась. На данный момент не озвучивается как, но сотрудникам Следственного комитета удалось установить предполагаемого убийцу. Им оказался 63-летний Николай Мишин, который все это время жил в соседнем доме семьи пропавшей девочки. С его слов, 20 июня 2016 года Света несколько раз забегала во двор его дома и отвлекала от работы. В какой-то момент он, прогоняя девочку, ударил ее молотком в голову. Ребенок скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вывез тело на своем авто в соседний населенный пункт, где закопал его в поле. На допросе подозреваемый сознался в том, что надписи на домах оставлял именно он. В настоящее время по уголовному делу проводится сбор доказательственной базы. Расследование этого дела продолжается. Невозможно поверить в то, что преступник был так близко и видел, как страдает вся семья. Видимо, это и подтолкнуло его к написанию подсказок. Он хотел, чтобы нашли девочку, но не его самого. Эта история очень похожа на историю Нармин Гулиевой, которая исчезла из дома собственного дяди. Берегите детей.